Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших обзорных сюжетов о Москве. Находимся мы на Крымской набережной. И движение сегодня у нас будет с вами вдоль набережной в сторону Крымского моста. Мы сделаем некоторые наблюдения и зарисовки, а также составим очередную прогулку, которая будет в продолжении предыдущих сюжетов. С левой стороны нас приветствуют необычные формы кафе, в которых вы можете купить не только прохладительные напитки, но и горячий чай, кофе, просто посидеть и перекусить, что я, собственно говоря, сделал в момент прогулки. Вот такие виды уже доступны на Крымской набережной. Ну а в продолжении предыдущих сюжетов скажу следующее. Во-первых, для тех, кто не так давно подключился, мой канал о Москве, о том, как развивается город, что в нем происходит, что его окружает. Достаточно много доступно уже разных сюжетов, которые вы можете найти на моем канале в любое время суток, в любое время года. Были засняты эти сюжеты и выложены на моей страничке. Для удобства я приложу либо в описании, либо в комментариях ссылку, перейдя по которой вы увидите все мои сюжеты. Ну а тем, кто еще не подписался, я рекомендую это сделать. Это можно сделать в конце сюжета, нажав на мой аватар, далее на подписаться, либо в правом нижнем углу есть кнопочка подписаться на канал. Заранее прошу меня простить, если есть какие-то недочеты. В целом все у нас происходит в легкой форме, для того, чтобы вам было комфортно и смотреть, и выбирать свои какие-то маршруты, какие-то планы. Поэтому все в динамике, но думаю, что вам понравится мой необычный стиль и мой подход. Он, конечно, в корню не исторический, но любые исторические справки и сведения вы можете найти на просторах интернета и более подробно узнать о тех или иных местах, которые мелькают в моих кадрах. Итак, в продолжении нашей прогулки, которую мы начали с Александровского сада, от стен Кремля, я приложу эту первую прогулку, которую мы с вами рисовали и посмотрели уже. В правом верхнем углу будет доступна ссылочка на этот ролик. В продолжении этого ролика мы с вами выходили на Пречистинскую набережную, далее двигались к храму Христа Спасителя и по Патриаршему мосту перешли вот в это прекрасное место. Сюжет вокруг храма Христа Спасителя доступен на моем канале. В правом верхнем углу вы видите подсказочку. И тем, кто еще не посмотрел, я настоятельно рекомендую это сделать и посмотреть на виды вокруг храма Христа Спасителя, ну и в том числе на интересную и красивую территорию, которая расположена вокруг храма. По Москва-реке уже запущены судовое движение. Вы можете посмотреть и выбрать разнообразные экскурсии, построить свой какой-то маршрут. Ну а я, с вашего позволения, напомню о том, что я тоже делаю некие рекомендации и предложения. Поэтому мне кажется, что вот именно этот сюжет, он будет достаточно спокойный, ровный, интересный для вас, для тех, кто еще не видел Москву, кто давно не был в Москве. Поэтому я предлагаю начать от стен Кремля, от Александровского сада, свою прогулку, первую, знакомство с городом. Либо, если бы вы приехали в гости и выбрали бы меня бы в качестве своего гида, то я бы повел вас именно по этому маршруту. Он является одним из интересных, на мой взгляд. Хотя трудно сказать, что и другие неинтересные. То есть, но в целом я бы повел вас именно так. Поэтому выстраиваю свою прогулку в такой последовательности и рекомендую вам сделать выбор именно такой. С левой стороны у нас появился парк-музеон. Мы обязательно в нем зайдем в этом сюжете. У нас уже приветствуют некоторые скульптуры, памятники и композиции, но об этом чуть позже мы с вами поговорим. Пока нас окружают разные виды, я еще раз напомню о маршрутах, о тех самых видах города, о
вашем комфортном перемещении. То есть расстояние достаточно приличные, и поэтому я выстраиваю и рекомендую именно такие вот передвижения, потому как вы ознакомитесь не только с центральной частью города, с историческими местами, но и у вас будет возможность где-то провести свое время, отдохнуть, насладиться в том числе и прохладой, и какими-то прохладительными напитками. И так, чтобы вы не уставали, я вот выстраиваю такие маршруты и рекомендую их вам. Потому что в летнее время достаточно тяжело и людям преклонного возраста, деткам, семьям перемещаться по раскаленному городу. Но вот такие вот места, они будут для вас достаточно интересными, светлыми, просторными и прохладными в том же числе. Ну а если вы совсем нагрелись, то вот такие вот необычные кафешки во время вашего пути будут все время вас сопровождать. Ну и также вы сможете прохладиться вот подобным образом. То есть действующие фонтаны позволяют вам здесь побегать, проехать на велосипеде, на самокате, а именно транспортом вы можете воспользоваться в прокатных зонах, которые окружают вас во время вашего движения. То есть не только городские службы, но и частные предоставляют различные транспортные средства, как механические, которые требуют ваших усилий, так и электрические. И маршруты здесь очень большие получаются, поэтому вы можете сделать их разнообразным. Если от Александровского сада вы перемещаетесь и вдоль храма Христа Спасителя ножками, то здесь вы можете как раз воспользоваться и разнообразить свою прогулку, в том числе и на транспортном средстве. Напомню, что здесь, на этой площади, происходят разные мероприятия. Ну и также на самой набережной что-то бывает, происходит. Поэтому я не удивлюсь, если мы встретим нечто подобное. Ну а пока вот такие виды. Активный вид отдыха приветствуется городом, активно поддерживается. Прохладительные напитки, мороженое, все это здесь есть. Также есть лавочки, скамеечки, различные зоны для отдыха, где вы можете присесть, лежачки, полежать, даже позагорать, принять какие-то солнечные ванны. Ну а вечернее время, вечерние часы здесь очень приятные для прогулок, для романтических встреч зона. И я вам ее обязательно прикладываю вот здесь в правый углу. По ссылочке вы можете посмотреть как раз на все то, что нас окружает в вечернее время суток. Нас приветствуют также разные павильоны, фастфудные зоны, ресторанчики, бары, кафешки. Вот так вот они скрыты, ну и также открыты для вашего внимания и вашего посещения. Ну и также есть павильоны, в котором происходят некие выставки, а также продажи работ, картин на совершенно разнообразные темы. И в дополнение к вашей прогулке вы можете что-то для себя посмотреть, для своего интерьера, либо в виде какого-то сувенира или подарка привезти что-то для своих друзей, родных, знакомых и пройтись вот по вот этим павильонам, выбрать что-то для себя интересное, заказать. То есть тут работают мастера и не только на продаже тех картин, которые они выставляют, но и также можно сделать какой-то заказ и что-то дополнить для себя, для своих знакомых или для какого-то подарка. Вот так вот все это выглядит. В утренние часы выставляются эти картины, открываются павильончики, ну и вы можете просто разнообразить свою прогулку вот такими видами, скажем так, картин разных, просто посидеть на лавочке и посмотреть, впечатлиться, а может быть потом что-то и приобрести. Вот так вот это все в легкой форме выглядит, на мой взгляд, очень здорово. Нету, заметьте, прямых линий. И, ну и в сочетании природы, которая раскрылась, которая цветет и пахнет, нам доступны вот такие виды. И вот как раз одно из мероприятий, которое здесь происходит,
кажется, что-то вроде как молодежного, что-то мейкап, какие-то соревнования. Ну и мы с вами добрались до Крымского моста. С правой стороны, где башенка, это у нас станция метро Парк культуры. Ну а с противоположной стороны это станция метро Октябрьская. Ну и погрузившись в зелень, я предлагаю вам перейти на противоположную сторону относительно Центрального дома художника или же Третьяковской галереи, которая уже теперь называется именно так. Вот она расположена за монументом. Вы видите, что Илья Репин как раз выставляется в данное время. Итак, вот приветствует центральный вход в парк, который граничит с Крымской набережной. Это парк искусств Музеон. И вот так вот нас уже приветствует вход, большие площади, прекрасное оформление природное. И заметьте, нету никаких ограждений, то есть вы можете расположиться и на газончиках, детки могут побегать, вы можете походить, потому что парк искусств Музеон — это, можно сказать, уникальный музей скульптуры под открытым небом. Тут располагается очень много различных скульптур. У каждых скульптур есть таблички, написано как название этих скульптур, также мастера, которые выполняли ее. И все это дело вы можете посмотреть. То есть в коллекции представлено более 780 разных скульптур, разные дорожки, внимание природы. Детки могут покормить птичек, оставить им что-то, какие-то угощения. Вы также можете подключиться, ну и погулять по разным дорожкам. Здесь они и деревянными настилами, и бетонные, и с щебнем, и с крошкой, каких только нет. Ну и также воспользоваться, конечно же, велотранспортом и здесь покататься, посидеть, подышать, послушать птиц, посмотреть на звуки всякие, природы, а также поучаствовать в разных мероприятиях, которые здесь происходят. Все под видеонаблюдением. В вечернее время подсветка работает, вот эти столбики превращаются в фонари, и все это дело освещается. И как раз появляются скульптуры. То есть здесь вместе уживаются памятники советской эпохи, периода соцреализма, работы отечественных авангардистов и современных художников, а также паблик-арт современный. Среди монументов есть работы разных известных мастеров и скульпторов, и за последние несколько лет сам Музеон превратился в одну из самых динамично развивающихся культурно-просветительских площадок города. В парке работает летний кинотеатр «Музеон», павильон «Школа», детский центр. Ну, также проходят всякие разные музыкальные мероприятия. Молодежь часто выступает, показывает разные зарисовки, что-то читает, какие-то спектакли ставит. Ну и через весь парк, конечно же, протягиваются вот деревянные дорожки, работают разные фонтаны, есть велодорожки, кафе, как я уже говорил. Ну и также здесь проходят разные занятия спортивные, как и йогой, так и танцами. Занимаются силовыми тренажерами. Здесь есть спортивные площадки. Для наших маленьких друзей здесь есть отдельные зоны, в которых они могут поиграть вместе со своими родителями. Ну и также принять в разных других мероприятиях свое участие, уделить время свое детское, а также время родителей и вместе в семейном отдыхе провести достаточно динамично и интересно свое время. Но сегодня парк искусств Музеон — это не только место хранения исторических артефактов, но и необычное выставочное пространство, то есть площадка для показов редкого кино. Тут есть открытые площадки вот разных театральных постановок, как я уже сказал, и оригинальных музыкальных фестивалей, которые очень часто проводит молодежь. Центр здесь есть самообразование и большая творческая мастерская, которая увлечет вас разными
занятиями, как я уже говорил, то есть погрузиться своими какими-то знаниями, а также приобрести их. Ну и все на все это дело посмотреть, отдохнуть. Ездит здесь экологический транспорт, электро, вы его видите. Ну и вот такие прекрасные места для отдыха. Везде есть урночки. Большая группа рабочих, которая следит за всей этой красотой, уже провела свои работы в утренние часы. Вот как раз подтягиваются люди для занятий спортом, йоги, упражнений разными, единоборствами люди увлекаются. И в окружении, конечно же, природа, многообразные петляющие дорожки. Очень здорово здесь провести время могут молодые мамы, покатать коляски. Также работает туалет, достаточно чисто, все убрано, он бесплатный. И вот такие вот виды, зарисовки природы я вам хочу как раз показать, чтобы это все было в какой-то вот сочетании вместе вот с детскими зонами. То есть задний план жилого сектора в вечернее время дополняет эти места. Вот обратите внимание, как расположены дорожки, то есть и на велосипеде, и просто людям, которые здесь прогуливаются, и детям. То есть никто не пересекается, никто никому не мешает. Большие площади, все зелено. И вот как раз ответ тем, кто спорит, что Москва — это каменный город, каменный лес и так далее. То есть есть слова, есть факты. Не так давно город занял первое место среди зеленых площадей в Москве, и в моих сюжетах очень многое на эту тему сказано. Я уделяю постоянно этому внимание, и город продолжает становиться зеленее и зеленее. И я уверен, что обгонит еще на порядок те самые крупные мегаполисы, крупные города, которые занимают какие-то лидирующие строчки в разных рейтингах. Конечно же, компании делают разные, но, на мой взгляд, в Москве площадей зеленых достаточно много, и есть даже такие места, в которых вы сможете заблудиться. Но мы с вами будем продолжать делать эти зарисовки обязательно и смотреть на все это, и какие-то комментарии даже в отдельных сюжетах не нуждаются. Я обычно делаю какое-то музыкальное сопровождение к этим роликам, и просто какие-то в дополнение слова здесь абсолютно не нужны. И вот в очередном тоже ролике хочется немножко поговорить о вот тех маршрутах, о том, что я пытаюсь вам донести, почему такие необычные, нестандартные ракурсы, движения. Все для того, чтобы вы полностью погрузились в эти прогулки, вот, ощутили шелест где-то природы, ощутили где-то эффект присутствия, чтобы у вас был, чтобы вы не зря это, чтобы была не пустая прогулка, а чтобы у вас было желание прийти сюда, отдохнуть здесь, вспомнить, что было здесь раньше, как было все в плачевном состоянии, и вот как это все развивается, как это все поддерживается, сколько много людей работает и трудится, дизайнеров, разных мастеров, достаточно известных, мировых, все вот это вот создает, делает комфортно для вас. И, в принципе, сочетая вот эти те самые прогулки, которые я вам показываю, они отвечают, на мой взгляд, каждому желающему принять участие вот в подобных мероприятиях, и каждый вот человек найдет какое-то свое интересное место в этих прогулках, в этих зарисовках, и обязательно сделает какие-то памятные сюжеты, как на свои гаджеты и девайсы, так и в своей памяти. Просто отдохнет, потому как вот по таким местам
прогуливаясь, получаешь полное удовольствие, полное наслаждение, и очень многое дает вот для организма полезного, потому что и речной воздух, и запахи природы, и птицы, и просто времяпровождение на природе дает свежесть в голове, силы какие-то поразмышлять дополнительно. Поэтому я вас всех обязательно приглашаю на вот такие прогулки, на такие зарисовки, на разные виды. И с удовольствием, в принципе, это делаю, показываю вам. Что-то вы уже узнаете бюсты, памятники, монументы, разные персонажи, которые присутствуют в кадре. Ну и, конечно же, многое непонятно для вас, и как раз для того, чтобы понять, что это, почему это здесь находится, я вас всех сюда приглашаю. Еще раз повторюсь о том, что на канале уже очень много различных прогулок. Оставляйте свои какие-то комментарии, мнение свое, может быть, что-то интересное посоветуете заснять в продолжении этих сюжетов. Конечно же, пройти все это и сделать детально это достаточно сложно, но тем не менее общими зарисовками можно понять, можно сделать таким образом так, чтобы вы понимали, что здесь происходит, что здесь вы видите, что здесь вы увидите, как вы проведете здесь свое время. Ну и, конечно же, в добавлении здесь многое не показано. Те мероприятия, о которых я говорю, и о них надо узнавать на сайте города. Но, тем не менее, для вас будет сюрпризом, если вы поучаствуете и вдруг внезапно увидите. Вот такие вот необычные памятники, необычные скульптурки. Ну и, конечно же, здесь вместе с детишками, вашей семьей будут совершенно замечательные селфи, замечательные снимки. И обратите внимание, что с левой стороны вот как раз кафешки уютные, о которых я говорил. И вы вместе с детьми можете прохладиться, как я говорил, напитками различными, поесть мороженое, ну просто посидеть и провести свое время. То есть можно углубиться таким образом, если вам здесь будет этого всего мало, в последующие какие-то зарисовки таким образом, что вам и, мягко говоря, и дня не хватит, чтобы это все внимательно посмотреть. Ну, я со своей стороны сделал очередную небольшую зарисовочку, даже ее прокомментировал, потому что пообещал это сделать для своих зрителей. Ну и буду потихонечку завершать, покажу со стороны, как выглядят набережные. Ну и, конечно же, приглашаю вас на речные прогулки, на интересные такие своеобразные речные путешествия, которые все это дело покажут вам со стороны, как это выглядит. Ну а ваши дальнейшие путешествия, прогулки уже можно будет более детализировать. Я надеюсь, что мои ролики вам в этом деле помогут. Заканчиваю свой очередной сюжет. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание, ваши комментарии. Оставляйте, пишите, по возможности буду на них отвечать. Ну и мое традиционное, ну а пока.